Поздравляю вас всех с завершением пролога истории Рудиуса. Как я уже говорил в прошлом видео, точка невозврата пройдена. Дальше будет жестче. Ну а пока Рудиус собирается на Бегарит, и в эту серию впихнули целых 7 глав ранобэ. Количество вырезанного контента просто не поддается исчислению, а некоторые главы пустились под нож полностью. Здесь вырезано путешествие, то самое, которое так полюбилось зрителям. Ну а я постараюсь рассказать, что вы упустили, смотря одно лишь аниме. Ведь с вами Steel, вы на канале Steel Editing, и здесь я рассказываю про все, что мне интересно. В новелле 8 глава 11 тома начинается с того, что Рудиус описывает континент Бегарит, а также маршруты, ведущие к нему. Их, собственно, два. Через Асуру, а потом пересекать весь континент по бездорожью, либо же пройти полмира до королевства короля дракона и приплыть сразу почти туда, куда нужно. А вот такую красивую русифицированную карту вы сможете скачать в закрепе моего видеопутешествия по подсказке справа сверху. Что вырезали зря, так это мысли Рудиуса о том, что на этот раз он идет прямо против Совета Хитагами. И если бы, например, он пошел против Совета Хитагами в Широне, то он не спас бы Айшу и Лилию, но и не встретился бы с Орстедом. Даже несмотря на пафос перед Норн, в новелле он все равно колеблется и решает поговорить с Эльналис еще раз. В аниме их разговор буквально пустышка, лишь обрезки их настоящего разговора. В новелле Эльналис говорит Рудиусу, что Гису паникер и мог отправить письмо заранее, и, возможно, следом идет другое письмо с содержанием типа «Сорян, мы спасли Зенит». На что Рудиус замечает, что у письма непонятка с датами, а еще письмо почему-то отправил не Пауло, а Гису. Дабы не пересказывать несколько абзацев текста, я просто выведу на экран скриншотом их умозаключения. Это очень важный момент, где автор специально подсвечивает, что третий поворотный момент совсем не то, чем кажется. И это уже второй звоночек, который аукнется к концу истории. Кто угадает в комментариях, какой звоночек был первым, тот молодец. В общем, двое авантюристов начинают планировать поход, но это в новелле, а в аниме кому вообще интересны все эти приготовления? Как и на чем герои собираются перемещаться, где покупать лошадей, и даже то, что на Бегарите вообще-то в ходу другая валюта и совершенно другой язык. Люди этого континента используют язык бога битв, так что в путешествии Рудиусу придется его вспомнить. И лишь после всего этого они вспомнили про проклятие. А потом оба пошли к Клиффу рассказывать нерадостную весть. Всю сцену с Клиффом в аниме сдвинули на сцену прощания, сделав ее еще трогательнее. А в новелле Лиза набросилась на Клиффа в порыве чувств, и Рудиус оставил влюбленных голубков наедине. Затем Рудиус пошел на прием к вице-директору Джениусу и к Ринии с Пурсеной. Это в аниме нам лишь показали без слов их общения. В новелле же это обставленные диалоги. Вот тут, кстати, можно похвалить аниме за то, что акцентировали внимание на том, что Руди взял из библиотеки книги о телепортационном лабиринте. Они еще очень пригодятся. Разговор с Ринией и Пурсеной прошел в другом ключе. Тут Рудиус задумывается об альтернативной ветке сюжета. Как сказал Хитагами, если бы Руди остался, то он завел бы отношения с одной из зверолюдок. Серокрысов даже задумался о тройничке с Сильфи, но потом резко решает для себя, что такому не бывать, даже в альтернативном мире. Вообще для меня, читающего новеллу не в первый раз, в этой главе видно столько жирнючих отсылок на будущее события и особенно арку дневника, что некоторые куски текста заставляют задуматься, а не пророк ли наш Руди. Но это все лирика, которую из аниме вырезали, ведь главная встреча Рудиуса — это встреча с Нанахоши. В общем-то понятно, почему из аниме вырезали все планы на путешествие, ведь буквально через пару минут Нанахоши расскажет про порталы, и они будут не нужны. Однако при просмотре серии меня не покидало чувство, что аниме-онли зритель воспримет телепорты Нанахоши как бога из машины, просто удобный скип путешествия и слабость сценария. К тому же даже этот разговор порезан в аниме, из-за чего между событием «Я пойду на Бегарит» до события «Ура, мы портанемся почти куда надо» проходит всего лишь 3 минуты экранного времени. В общем, в новелле Рудиус с радостной вестью идет к Эльналис и Клиффу, а там картина под названием «Блаженная кончина». Лиза сидит голая и довольная в одном одеяле, а Клифф, выжатый досуха в виде мумии, прислонился к стене. Лиза начинает лепетать о том, что Клиффа она на 2 года не бросит, и вообще его страсть как любит, но новость о порталах приводит ее в чувство.
И лишь после всего этого Рудиус собирает всю семью и объявляет о том, что идет на Бегарит. То есть вы понимаете масштабы вырезни. И надеюсь, мои ролики вас достаточно замотивируют на чтение новеллы с нуля. Ну или может вас замотивирует мой следующий ролик с черновым названием «8 жестких вырезанных фактов из реинкарнации безработного». Никаких спойлеров, только самое жесткое, грустное или возмущающее общественность. Он уже доступен в раннем доступе на Бусти, как и, например, реакции с вебкой на Arcane. Подписывайтесь по ссылке в описании или сканируйте QR-код. Спасибо тем, кто уже подписан, а мы продолжаем. Сцена разговора с семьей же не претерпела сильных изменений. Разве что, когда Руди случайно поднял флаг смерти, в новелле дается больше лорной информации. Это суеверие связано с одним из спутников Перугиуса, императором огня по имени Феррос Стар. А дальше в аниме нам кратко рассказывают план путешествия. Очень кратко, потому что в новелле новый план с учетом порталов, а также подготовка к нему занимает целую треть главы. Там подробно рассказывается, что Рудиус взял с собой, помимо, очевидно, посоха, еще и свитки на Нахоши, всякие мелочи на случай, если торговцы в Лапане не будут принимать асуранское золото. В общем, профессиональный подход прожженного авантюриста. А еще он попрощался с Занобой, Джули и Джинджер. В аниме же всем троим уделено лишь пару секунд. И, кстати, в аниме впервые за 3 серии вспомнили о том, что Бодигади вообще-то куда-то ушел и не вернулся. Я считаю, это победа. Сама же сцена прощания настолько же трогательная, что и в новелле. Тут по атмосфере просто высший балл. И в аниме даже не забыли о наемном авантюристе, который должен был вернуть купленных лошадей обратно. Кстати, насчет лошадей. В аниме почему-то напрочь забыли о том, что Рудиус вообще-то не умеет ездить на лошадях. В новелле он даже пытался этому научиться, взамен обучению магии королевского уровня. Кстати, именно поэтому Руди купил тяжеловоза, который выдержит одновременно 2 ездаков. Ну, это если вы вдруг задумались над тем, зачем им такой конь-переросток. Короче, Руди с Лизой добираются до леса Люмин и прощаются с наемником, а попутно нам рассказывают, что у эльфов такая уникальная черта – не теряться на местности, что в лесу, что в пустынях. Собственно, именно поэтому они так четко пришли к нужному камню, и в дальнейшем они не будут теряться среди барханов. А тем временем в новелле снова насыпают немного лора и рассказывают о том, что лесорубы не заходят без крепкой группы авантюристов, ведь в каждом лесу много монстров, а валка леса сопряжена со сражениями. В аниме решили скипнуть стычки с монстрами, и герои сразу находят нужный камень. И из аниме снова вырезают 2 важных факта. В новелле Рудиус задумывается о том, что заклинание, которое он прочитал, неполное, и поэтому он не сможет его воспроизвести, чтобы снимать любые магические барьеры. Он даже задумался о том, чтобы выкорчевать скрижаль, чтобы потом ее исследовать, но отказался от этой мысли, памятуя об Орстеде. Факт номер 2. В новелле Рудиус прямо говорит о том, что знак на скрижали удивительно похож на знак из книги, которую они нашли в подвале особняка. И я даю 99% шанс того, что без меня вы бы на это и внимания не обратили. Так что да, тот, кто создал куклу защитника, был из драконьего племени. В общем, Руди с Лизой заходят внутрь, и из аниме вырезали скабрезную шутку Рудиуса. Пожалуй, ее я оставлю здесь скриншотом. Сама сцена телепортации не претерпела изменений, так что мы идем дальше. Короче, добро пожаловать на Бегарит. Континент, который целиком состоит из пустынь и редких оазисов. Но если вы смотрели уже упомянутое мной видео, то вы и так об этом знаете. 2 авантюристов решают остаться в руинах, чтобы переночевать, а ночью на них нападает суккуб. В аниме же ночь была спокойной, и суккуб нападает только на следующий день. На самом деле так даже логичнее, ведь очень странно, что суккуб поджидала их прямо перед руинами, которых вообще-то не видно из-за барьера. Тем не менее, в аниме встреча с суккубом длится всего лишь 1,5 минуты, когда в новелле это более чем половина главы. Я даже не буду пытаться пересказывать, лучше сами прочитайте то, как вся эта сцена выглядела глазами охмуренного Рудиуса. Тем не менее, суккубка в аниме, особенно в монстр-форме, выглядит очень даже достойно. Мне понравилось. В общем, герои идут дальше, и победив гигантского скорпиона и остановив песчаную бурю, добираются до базара. В новелле же путешествию до базара было посвящены целых 2 главы.
Они встретились с энтами в виде кактусов, песчаными червями, огромной ордой фаланговых муравьев, которых Рудиус даже подумал взорвать ядерной бомбой. Ну, хоть бегемота показали, и на том спасибо. Кстати, они спасались от жары, колдуя магию воды и льда себе под одежду, и еще много разных мелочей рассказано в новелле. Из действительно важного вырезана еще одна встреча с суккубой, которая на этот раз управляла самцами летучих мышей. Руди заметил ее издалека и выстрелил каменной пушкой. Правда, не летальной версией, такой, которую он использовал против противников людей. Все же он еще ни разу никого не убил, и по новелле видно, что он все еще не желает отнимать жизнь у других людей. Единственное, что показали в аниме, так это битву с грифонами. Несколько фраз у костра, и уже утром они стоят перед Лопаном. Чтобы не затягивать ролик, давайте я тезисно расскажу, что было в этих 4 главах путешествия. После Грифона была сцена у костра и рассказ про Гислен, спавшую без лифчика. На утро, перед самым базаром, встреча с наемниками, на которых напали грифоны. Жесткое описание сурового быта и нравов местных жителей. Женщины-воины как противодействие суккубам, прогулка до базара, поиск проводника до Лопана, контракт с торговцем по сопровождению, путешествие с торговцем и спасенными наемниками, Балибадом, Кармелитой и Тонтом. Расхождение в обычаях и культуре, общие женщины на весь клан, нападение нескольких десятков бандитов, гибель Тонта. Рудиус отрезает бандитов от каравана огромными каменными стенами. Кармелита в ярости, ведь Рудиус мог не защищаться стенами, а убить бандитов в отместку за Тонта, отца ее нерожденного ребенка. Элинолиса обнажает меч против Кармелиты. Рудиус углубляется в самокопание по этому поводу. Я уж не говорю про большое количество разнообразных монстров, которых они повстречали. В новелле Бегарит описывается не настолько полно, как другие континенты, но в аниме Бегарит — это просто пустынная локация, где живет один суккуб, один скорпион и один грифон. 2 грифона, простите. Вырезано самое настоящее путешествие, то, которое так полюбилось еще со времен похода по демоническому континенту. Однако не надо думать, что эта серия мне не понравилась. Да, это все вырезано, но если не читать новеллу, путешествие вполне себе легкое и складное. А во всех 3 битвах завезли графон и достойную анимацию. Причем даже в, казалось бы, статичных моментах есть мелкая анимация волос и движения тела. Так что совсем провальной серию назвать нельзя. Но я еще раз скажу, читайте новеллу. Особенно эти 4 главы. Там вы получите столько вайба путешествия, сколько не получали со времен 1-го сезона. А на сегодня все. Всем удачи и всем пока.